Друзья, семинар в Богдарне закончился. На него приезжали барышни из Омска, из Красноярска, из Калининграда и из Подмосковья. В третий день класса мы делали наброски животных. Благо их там есть. Даже есть тибетский як, курочки, индейки и, конечно же, петух, который набрасывался на зрителей. Ну, тех, кто, видимо, ему не очень нравился. Мы аккуратно сели на стульчиках, никому не мешали. Животные к нам подходили, гуси, курицы, цесарки, естественно. Ну и как-то все дружественно было. Он на нас не набрасывался. Он маленький, но очень такой агрессивный. Для меня случилось открытие нового материала, новые ручки, которые рисовала Аня Цыганова из Красноярска. Она чемпионка мира по скалолазанию. Я заказал ее на Валбересе и сегодня получил. Она плоская, 6 миллиметров. Называется Pilot или Pilot Parallel Pen. Ссылку я могу вам сбросить в Telegram, чтобы вы, если вам понравится, материал просто уникальный. У нас с картриджами чернильными, которые меняются. Я в конце ролика покажу вам, как мы работали. Было очень классно. Вообще семинар такой получился творческий, душевный. Мы с утра до вечера работали, включая закаты, писали. Я не мог делать длительные ролики, отвечать на ваши вопросы, которые накопились, но делал короткие. Надеюсь, вы их видели. Хочу вам сообщить, что я набираю группу в Прованс. Мы будем работать со 2 по 7 июля. Сначала мы будем на хуторе Ля Бланш, и там окрест кругом лавандовые поля. Сам хутор очень приятный. Такие хозяева готовят, ухаживают, все там по-деревенски, но очень вкусно и здорово. Потом мы поедем в городок, деревню Кукурон, где снимался фильм «Хороший год». Наверняка те, кто любит фильмы про вино и любовь, его видели. Если нет, посмотрите. Виноградники, любовь. И там огромнейшие платаны в этом Кукуроне. Мы с Леной Ушаковой, организатором прошлых семинаров во Франции, уже исследовали это место и пописали там. Потрясающе. Отражающиеся в воде платаны, ресторанчики. Мы будем там тоже 2 дня. И потом, в следующие 2 дня мы будем писать любимую гору Сезанна Сен-Виктуар. Локации уточняются. Надеюсь, что мы сходим в музей Сезанна. Это очень приятно, в мастерскую его, чтобы просто почувствовать, насладиться его произведениями и духом, который там царит. Ну и попишем мотивы с этой горой, с чудесной, Сен-Виктуар. На моем сайте информация выложена. Вы можете прямо там записаться на этот семинар. Потом будет семинар на озере Гарда. Он будет с 25 по 29 сентября. Я просто вас информирую, чтобы вы знали распорядок. Я пока не выложил информацию на сайте, но она будет в ближайшее время выложена. И будет семинар в Армении с 12 по 16 октября. Будут новые маршруты, будет очень интересно. Туту-трип. Все мучаюсь с тянущим грунтом, ибо я не от Теда, где обитаете вы. Пришла идея, может быть, после слоев желатина загрунтовать гуашью. Что скажете, может сработать? Нет, не может сработать. Ну, гуашь. Там недостаточно клея. Лучше всего после грунтовки там, желатином, проклейки, да, если нет водоэмульсионки, лучше попробовать купить отдельно мел и отдельно купить ПВА. Ну и смешать их и попробовать загрунтовать. Но мел, конечно, лучше такой вот мелкодисперсный. Потом я могу вам в Telegram, у меня есть там новая группа «Мастерская», называется, это для тех, кто у меня занимается. Но я могу и в общую группу моего имени выложить, значит, прям листочек, где сфотографировано, как готовил грунт тянущий Николай Фешин. Ну, тогда ПВА не было, он делал это на казеине,
Но то, что позволяет делать водоэмульсионка, меня очень устраивает, и она очень крепкий такой грунт и с хорошими качествами. Но опять же, нет у вас там, я не знаю, этой водоэмульсионки. Ну, пишите на акриловых грунтах фабричных, ничего страшного. Просто для того, чтобы как-то вот добиться эффекта, чтобы нижние слои не участвовали, не загрязняли новые слои, ну, просто попробуйте лак добавлять, тот же домарный, например, в растворитель, и вместе с лаком тогда работать на таких грунтах. Это тоже выход, вариант. Витарус, Вита, Вячеслав, тут хорошие очень слова. Интересно, а когда вы будете, когда-нибудь планируете дать такой курс в США? Очень бы хотелось принять участие в обучении таким. Ну, тут слова опять хорошие. Спасибо большое. Я планирую в Канаде на следующий год, в 2025 году, провести класс. Пока еще не знаю, когда. Может быть, в сентябре. И может быть, я подумаю, доеду до Калифорнии. Там меня ждут, и мы тогда... Я выложу информацию на сайте и буду об этом говорить, если все это случится. Я имею в виду визы, перелеты, все это сейчас не так просто. Ненавижу лохматые кисти. Юзер JR. Писать ими нормально невозможно. А что значит нормально? А вот как это? От слова норма ведь, да? Какая норма у художника? Разве она существует? Чтобы они не были лохматыми, их надо после мытья сразу плотно обернуть туалетной бумагой. Можно газетой, если вы читаете газету «Правда», и положить под что-то очень тяжелое. Тогда кисти ровные, плоские будут на века. У меня кисти с 2012 года, все еще пригодные, хотя видели они немало картин. Но более того, есть сейчас же современные материалы, такие как скотч бумажный, малярный, да? Ну, взяли вы эту кисточку, вот кисть, да, вот, обернули ее вот так малярным скотчем, склеили, и даже не нужно ничего искать тяжелое, даже бумаги туалетную сэкономите. И не надо тяжелое ничего, никакие гири покупать. Ну, заклеили, она уже заклеена. Проще всего. Ну, а потом лохматые кисти. Что ж плохого-то в лохматых? Ну, конечно, если вы аккуратно все, каждый листочек выписываете, то... Да даже не при этом. При том, что вы где-то там форму уточняете, нужны и такие, на мой взгляд, для моей живописи, и другие, и лохматые. Тот же, по-моему, Репин говорил, что вы, художник, берете большую кисть там, да, и пишете ею, все там размашисто закладываете отношения. И блик в глазу вы ей уже ставите. Представляете, какая штука? Не маленькой, аккуратненькой, а ею. Вот куда попадет, где-то там промахнется. То есть эффект случайности для нас очень важен, для меня лично. Тогда получается живая картина. Она немножечко, не так, чуть-чуть не так. На мой взгляд, это только красит живопись, когда что-то такое не очень прямо точно. Борис Прусаков, 90% людей абсолютно не понимают, что такое искусство. Слава Богу, что Борис Прусаков среди тех, кто понимает это. Начиная с того, что усё крутится вокруг живописи, это скудоумия. Это скудоумия. Ну, хорошо. Пусть будет это скудоумия. Она. Критерий только от дие, большими буквами. Что такое? От дие. Критерий. Нравится вам, лично вам или нет? Вам с ним жить. Вот автор рассуждает о Коровине, автор, видимо, я. Завтра еще о ком-то. Ну и что дальше? А дальше кто-то еще появится. Вот, может быть, о Борисе Прусакове будем рассуждать, о его понимании искусства. Это же, почему бы об этом не поговорить? И вы делитесь с друзьями, если такие вам разговоры нравятся. Пишите комментарии. Вот это вот прокомментируйте тоже, вопросы не забывайте задавать. Давайте уже ударим
критериям от Дие нравится мне по скудоумию людей, не знающих, что такое искусство. Это же очень сложно понять, что такое искусство, что такое нет. Что такое любовь, что такое нелюбовь, тоже сложно понять. Врач вам делает, например, больно. Больно очень, режет там чего-то там, отрезает какие-то шматки, ненужные запчасти. Что это? Больно вам. Это проявление чего? Скудоумия или любви? Автор рассуждает о коровине. Но о ком еще рассуждать? В настоящее время, мне кажется, это один из сильнейших цветовиков, колористов, живописцев, вот прямо с большой буквы, который учил студентов, как писать. Ведь обучить живописи известно невозможно. Но ведь находил он какие-то слова. Достаточно посмотреть на его живопись, чтобы у нее учиться, понимать, как это сделано, как это написано, как он видел тон, как он видел цвет. Друзья, напомню, что у нас в школе сейчас проходит акция. Любой урок можно купить за полцены. И продлится она до 12 мая. Заходите на сайт, читайте отзывы к урокам, и там есть видеоанонс. Принимайте решения. Не забудьте подписаться на канал, делитесь с друзьями моими видео, нажимайте кнопку «Нравится», если нравится. И предлагаю вам посмотреть еще одно кино, называется «Научиться живописи. С чего начать?». Ну, пока.